Вот смотрите, BYD снова решила немного пошатать рынок недорогих автомобилей. Перед нами новый Seal 06, и это уже модель 2027 года. На первый взгляд просто обновили внешность, сделали машину чуть крупнее, ну и все, можно ехать дальше. Но нет, здесь как раз есть несколько интересных моментов. Во-первых, у автомобиля по-прежнему два варианта – плагин гибрид DM-i и полностью электрическая версия. И вот тут компания немного поработала над начинкой, добавили мощности и увеличили запас хода. А теперь давайте к тому, ради чего многие вообще смотрят на такие автомобили – к цене. В Китае продажи должны стартовать уже в августе, а за гибридную версию ожидают примерно от 15,5 тысяч долларов. И вот тут уже хочется сказать, а что, если за эти деньги мы получаем не просто дешевую машину, а вполне современный, хорошо оснащенный седан с приличным запасом хода? Потому что сама по себе цифра выглядит интересно. А если учесть, что после старта продаж реальная цена может оказаться еще ниже заявленной, предложение становится еще любопытнее. Так что давайте разберемся, что именно BYD изменила в новом Seal 06 и насколько это действительно выгодное предложение. Начнем, пожалуй, с размеров. Длина 4870 мм, ширина 1890, высота 1495 мм. Колесная база уже 2820 мм. Если сравнивать с нынешней версией, машина стала длиннее на 40 мм, шире на 15, а расстояние между осями увеличилось еще на 30 мм. Заодно дизайнеры немного освежили экстерьер. Здесь уже полностью новый фирменный стиль. Узкие фары, вертикальные элементы и крупный трапециевидный воздухозаборник в нижней части бампера. Дверные ручки сделали полускрытыми, а колеса получили двухцветное оформление и будут предлагаться как 17, так и 18-дюймовые, но отдельно стоит остановиться на задней части. Дизайн монофонаря здесь изменился довольно радикально. Автомобиль явно старались сделать узнаваемым именно в темное время суток. Но, наверное, самое главное обновление экстерьера – это появление лидара на крыше. Но он будет доступен только в самых дорогих комплектациях. Лидар работает в связке с системами помощи водителю. Здесь заявлена поддержка городской навигации, движения по автомагистралям, автоматической парковки в различных сценариях и даже внешнего голосового управления. Появление лидара говорит о серьезных намерениях BYD внедрить системы автономного вождения. Это может стать значительным аргументом для покупателей, интересующихся последними технологическими трендами. Но и на этом технологическая часть не заканчивается. В топовых версиях предусмотрена интеллектуальная система управления демпфированием и интеллектуальная система управления крутящим моментом. То есть здесь уже пытаются работать не только с комфортом, но и с тем, как автомобиль ведет себя непосредственно на дороге. Теперь давайте немного поговорим о силовых установках. И вот здесь у обновленного седана изменения уже заметнее. Начнем с полностью электрической версии. Базовый вариант теперь получил более мощный электромотор – 163 лошадиные силы против прежних 150. А вот топовая модификация прибавила уже серьезно – 326 сил вместо 218. То есть разница, согласитесь, весьма ощутимая. При этом сам аккумулятор – это уже знакомая батарея Blade второго поколения на основе литий-железа фосфатной химии. Точную емкость компания пока официально не раскрывает, но данные из китайского Минпрома позволяют предположить, что будет два варианта – на 52 или 64,3 кВт-часа. Соответственно, и запас хода ожидается разный – около 530 или 630 км. Но здесь сразу небольшая ремарка – это данные по китайскому циклу, так что в реальной эксплуатации рассчитывать на эти цифры один в один точно не стоит. Зато с зарядкой все интереснее. Благодаря быстрой зарядке второго поколения пополнить запас энергии можно будет примерно за 8-9 минут. И вот это уже тот показатель, который действительно способен изменить отношение к электромобилю в повседневной эксплуатации. Все электрические версии будут исключительно заднеприводными. У самой мощной модификации разгон до 100 км в час займет около 5,9 секунды.
Максимальная скорость 170 км в час у базовой версии и до 190 у более дорогих исполнений. Теперь переходим к плагин-гибриду. В основе по-прежнему система DM 5-го поколения, знакомая по прошлогодней версии. Под капотом 1,5-литровый бензиновый двигатель на 101 лошадиную силу, а на передней оси установлен электромотор мощностью 238 сил. То есть по самой силовой установке революции не произошло, фактически перед нами знакомая схема. А вот аккумулятор стал интереснее. Судя по данным китайского Минпрома, предложат две батареи на 25 и 34 кВт-часа. Запас хода только на электротяге составит примерно 230 и 320 км соответственно, опять же по китайскому циклу. А вот по расходу топлива и общему запасу хода, скорее всего, больших сюрпризов не будет. У предшественника средний расход заявлялся на уровне 3,8 литров на 100 км. Плюс топливный бак объемом 65 литров. И если сложить все это вместе, получается довольно интересная цифра, потенциально около 2000 км общего запаса хода. Если заглянуть в салон SEAL 06, здесь все довольно сдержанно и современно. Минималистичная компоновка, ничего лишнего, но при этом все основные функции и технологии, которые ожидаешь увидеть в современном автомобиле, на месте. В центре огромный 15- и 6-дюймовый экран мультимедиа, причем через него завязано довольно много функций. Есть и голосовое управление, можно меньше отвлекаться от дороги и просто сказать, что тебе нужно. Перед водителем компактная приборная панель, а в более дорогих комплектациях добавляется еще и 12-дюймовый проекционный дисплей. Руль здесь тоже вполне в духе современного BYD, трехспицевый, с управлением музыкой, навигацией и другими функциями. А вот с сиденьями все интереснее. В зависимости от комплектации здесь может быть и подогрев, и вентиляция, и даже массаж. Для автомобиля этого класса набор, согласитесь, довольно серьезный. Есть беспроводная зарядка на 50 Вт. А еще предусмотрен небольшой бокс, в котором можно охлаждать или наоборот подогревать еду и напитки. Ну и куда же без атмосферной подсветки. Она не пытается устроить дискотеку в салоне, а просто добавляет немного уюта, особенно вечером. По практичности тоже все неплохо. Багажник здесь на 550 литров. А у электрической версии есть еще и передний багажный отсек на 115 литров. И вообще, если посмотреть на автомобиль целиком, складывается интересное впечатление. За относительно доступные деньги здесь довольно много оборудования, которое еще недавно встречалось преимущественно в автомобилях классом выше. Здесь есть достаточно серьезный набор систем безопасности, как активных, так и пассивных. Плюс система помощи водителю второго уровня. Автомобиль может частично брать на себя управление в определенных дорожных ситуациях. Ну а в завершение, самое интересное, что обычно оставляем на десерт – цены. Седан будет доступен в 5 комплектациях, как в гибридной версии, так и полностью электрической. По данным дилеров, к которым автомобиль уже начинает поступать, гибрид будет стоить примерно от 15,5 до 20 тысяч долларов. А электрическая версия от 17 до 21,5 тысячи. И вот здесь, на наш взгляд, самое интересное. Учитывая довольно агрессивную ценовую политику компании, есть вероятность, что реальные цены после старта продаж окажутся даже ниже заявленных. В итоге обновленный BYD SEAL 06 выглядит довольно сбалансированным предложением для тех, кто хочет современный и технологичный автомобиль без переплаты. Здесь есть достойная динамика, актуальный дизайн и хорошее оснащение, а главное, все это сочетается с довольно привлекательной ценой. Благодарим, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и делиться своими комментариями. Ваша поддержка для нас бесценна. Желаем вам отличного дня и безопасных дорог. До новых встреч на канале.